Приветствую вас на канале Твой Конфиг. Меня зовут Евгений. Собственно, приключение началось с города Ростов-на-Дону. В подземном переходе мозаика из плитки. И так вся стена. Площадь Советов. Какой-то ростовский университет. Чувствуются масштабы и объем. Газончики подстрижены. Много зелени. Очень все ухожено. Ухожено, чистенько. Приятно находиться. Итак, друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями. Ну, много зелени, очень много в Ростове. Очень много лавочек, общественных пространств, пешеходных улиц. Ну а дальше будем смотреть. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Все, идем по улице Большая Садовая. Она очень длинная, очень много исторических зданий красивых, но есть и вот такие выкидыши, которые совершенно не вписываются в общую концепцию. Как и в Воронеже, на проспекте Революции за ЦУМом построили гостиницу зеркальную синего цвета. Нравится. Театральная площадь в Ростове. Парк Революции впереди. А здесь у нас есть колесо обозрения. Камера, к сожалению, наверное, не передаст его в масштабах, но очень большое. И если получится, если оно работает, то, ребят, ну, я просто обязан на нем прокатиться и показать вам виды Ростова сверху. Красиво. Жеке нравится. Смотрите, какое здание тоже. Колесо очень большое. Стелла. Вполне возможно, там и вечный огонь, наверное, внизу присутствует. Здание. Такой черт, они сюда РЖД свою влепили, непонятно, только испортили вид. И вот это здание. Атмосферно очень. Такое все большое, красивое. И чистенько. Чистенько. Много лавочек, повторюсь. Мне нравится. Мне уже нравится Ростов. Хотя и изначально я что-то насмотрелся блогеров, и все как-то говорят, что ну такое, денег много было вбухано перед чемпионатом мира по футболу, и все пришло в негодность. Ну, на самом деле нет. Может быть, я сейчас иду просто по одной из центральных улиц, но пока у меня впечатление очень положительное. Конечно, встретил я изначально один нерабочий фонтан, но я думаю, что реставрацию он пройдет. Вот еще бы лишние провода убрали под землю, как наконец-таки это сделали в Воронеже на проспекте Революции, чтобы это все не маячило и эти лишние столбы не портили внешний вид улицы.
Улица Пушкина, пешеходная улица. Тут, что самое интересное, в Ростове их очень много таких. И в отличие от того же Воронежа, тут уже есть где погулять. Очень много локаций интересных. Ребята, сейчас я пойду в Донскую публичную государственную библиотеку. Посмотрите, какое классное здание. Внутреннее убранство у них очень современное и прикольное. Так что сейчас увидим. Ну так, внутри библиотеки очень так интересно. Фонтанчики, столики. Второй этаж. Смотрите, какая здоровская библиотека. Даже в такие ходить хочется. Красиво и современно, невзирая на то, что построено это было очень давно. Но, видимо, здесь архитекторы постарались и делали очень крутые вещи. Смотрите, как классно. Можно сесть вот внизу и читать книжку. Я, конечно, в библиотеке не хожу, но в этом мы решили прийти на экскурсию, потому что здесь очень здоровско. Смотрите, какие часы и какие картины. Вот видите, люди рисуют, и это творчество. Потом кто-то доволен и восхищается. А если я такое нарисую, скажет Женя, что ты какую-то херню наляпал. Так, а теперь пройдем по лестнице на 3-й этаж. Такая винтовая угловая лестница. Очень здоровская. Правда, много ступенек. Я вообще не люблю ступеньки. Люблю, когда пол ровень. Выглядит это вот так. Классная локация. Мне нравится. Смотрите, какие американские пионеры. Или кто это? Шевченко Тарас, я приглашаю тебя в космос. Ну да. Или вот. Балалайки не хватает. Это что-то я не совсем понимаю. Мужчина спит с какими-то гусями. А тут вот девочка, видимо, с севера, поэтому у нее щеки и нос розовый. А тут у мальчика он раннее взросление, судя по его лицу. Сложно понять, что это. Какие-то коровки, баранчики. Репка. Какие тут интересные. Художник, рисующий сам себя. Африканцы. Посмотрите, как из ниток сделано.
кстати, выглядит она вот так. Из мешочков ткани. Как интересно. В общем-то, выражаться творчески можно как твоей душе угодно. Смотрите, какая картина из ниток. Или вот. Итак, друзья, идем сейчас на набережную реки Дон. Вот, по крайней мере, до лифта. Справа лифт, который нас должен спустить вниз. Слева вот вдалеке вы видите Ростов-Арена. Все должно быть интересно. Короче, ребят, дошли мы до этого лифта, и он не работает. Поэтому возвращаемся обратно. Супер! А что самое интересное, лифт через дорогу работает. Но туда никак не перейти. Лестниц здесь на мосту нет. И, соответственно, вниз никак не спуститься. Вот такой вот косяк. Не все хорошо. В общем, ребят, нам пришлось обходить, спускаться вниз по лестнице. Вот этот мост. Ростов-Арена вот там. Выглядит это все снизу вот таким вот образом. Вот этот злополучный лифт, который не работает. Сейчас ради интереса до него дойти и нажать кнопочку. А прикиньте, он заработает. Вот будет облом. Подхожу к лифту. А он закрыт. Никакой бумажечки нет. Ничего не написано, что он не работает. Короче, как всегда. Как не жаль это говорить. Вот там тоже нет. То есть, если вы свои ножки бережете и хочется вам покатушек на лифте с комфортом, то нет, не работает. Негоже за лифты платить. Бля, сделали бы хотя бы туда, не знаю, платный спуск, чем вообще просто так вырубать его. Ну вот, с этой стороны можно по лестнице спуститься тоже вниз. Вот такие вот, дом-гармошка какой-то. Выглядит набережная очень даже неплохо. Вон же опасненькие девчонки идут. Счастье, воля, разум и трезвость. Налить кому-нибудь. Смотрите, смотрите, пароход. Пароходик. Прогулочный пароход. Не знаю, сколько стоит прокатиться на нем. $1899. Не знаю, как правильно эта штука называется. Это для того, чтобы швартовать корабли. И там лодки. Какой-то еще один памятник. Есть лавочки, урны почти везде. Сейчас мы, кстати, пойдем смотреть какую-то заброшку. Короче, какие-то склады были, от них остались руины после пожара. Меня тут блондинка уверяет в том, что это очень интересно и познавательно. И это надо посмотреть. Но я уже видел на фотках, как бы там, ну, такое себе. Ну вот, говорят, надо. В общем, сейчас мы с вами переместимся к какой-то заброшке. Ну, в общем, тут родник есть. Парамоновский. Это были складские помещения дореволюционные. Потом произошел пожар. Все это дело погорело. Реконструкция не делается. И вот остались
такие вот обветшалые конструкции, которые еще как-то держатся. Но тут вот видите, поставили стойки, чтобы оно не обрушилось. Даже вон какую-то кладку кирпичную новодельную сделали. И тут вот роднички. По идее, эту воду можно даже пить. Что я сейчас и сделаю. А тут вот еще здание с уцелевшей крышей есть.